Всем привет! Закончил работу над заказом для фотографа. Это разгрузка на 2 камеры, и кистевой ремень. То есть был заказан такой комплект. Этот комплект уедет в Грузию для фотографа, который снимает там свадьбы. И сейчас по порядку расскажу о каждом изделии отдельно. Значит, такая предыстория. Обычно темно-коричневый цвет в моих изделиях, он выглядит вот так вот. Вот, чтобы понимать. Но кожи у меня не хватало на весь заказ. И у заказчика, то есть у поставщика, кожа тоже закончилась. И едет с Италии, будет там через пару недель, как мне сказали. В общем, я на свой страх и риск заказал немножко другой оттенок. Называется он каштан. Но чем интересна эта кожа, она с эффектом pull-up. То есть, если видим, допустим, вот кожа темная, но при продавливании, на изгибах она меняет свой оттенок, то есть она осветляется. То же самое, к примеру, там вот идет шов, пробитие, и вокруг отверстий тоже она осветляется. В общем, интересный такой эффект. И я на самом деле очень доволен тем, что мне попалась эта кожа. Возможно, я в дальнейшем буду ее заказывать. Значит, сейчас по порядку расскажу о этих изделиях. В первую очередь о разгрузке на 2 камеры. Кожу использую обычно 3-миллиметровую. Вот, она достаточно такая плотная, держит форму. По ощущениям, кожа похожа на ту, которую используют при изготовлении сбруи для лошадей. В частности, вот, если на таких больших участках, то она похожа на седло. Если кто знает, очень такая приятная на ощупь. Вот, все, значит, что я с ней делаю? В первую очередь, я не люблю, чтобы в изделиях был ворс, присутствовал. Вот. Поэтому я стараюсь заказывать кожи там, где вот эта обратная сторона, она уже или с небольшим ворсом, который я потом дорабатываю, или вот как в данном случае, она уже шлифованная идет. Это, конечно, удорожает саму кожу, но и изделия выглядят намного лучше и намного дороже. Торцы тоже полирую. Торцы гладенькие, то есть, чтобы не было никаких волокон. Все должно быть красиво. Значит, основные узлы на изделиях собираю на клепки, вот, на хольнитены. И усиливаю еще их швом, чтобы они были более надежные. Ну и как вариант, вот эти вот прошивки, по крайней мере, вот именно в этих местах, они несут усиление. И плюс еще как декоративная прошивка. И по контуру самой крестовины тоже я прошиваю. Это декоративный шов получается, чтобы изделие выглядело как-то более завершенным. Ну,
покрасивше, мне так кажется. Так вот. Так, пряжки использую вот такие вот роликовые. Их вполне хватает для таких изделий. Вот. Тренчики вот так вот собираю таким вот образом. Еще отдельно скажу по этим площадкам. Площадка, куда крепится камера, винт вкручивается в гнездо на камере штативное. Вот. Площадка состоит из двух слоев, ну как бы кусок кожи он один, просто его загибаю. Она такая как бы дубовая, то есть держит форму, она не сгибается, не тряпчаная, как бывает на некоторых изделиях, когда смотрю в интернете. Там делают просто здесь загнули на две клепки, и оно такое. Плюс еще кожа используется мягкая, и оно, не знаю, мне такие изделия не нравятся. То есть делаю вот так вот. Значит, карабины. Карабины заказываю в Чехии, но честно не знаю, возможно, допустим, я находил такие же с виду в Китае, отличаются они или нет, но эти заказываю в Чехии. Насколько они надежней, не знаю. Характеристики у них там есть, конечно. На сайте прописано, что они выдержат до 20 килограмм нагрузки, но не знаю, здесь самое, в общем, самое уязвимое место это вот здесь вот, потому что оно постоянно здесь трется, и бывает, когда оно протирается, карабин просто вынимается. Вот. Потому чем лучше сплав, тем дольше проходит этот карабин. Значит, на всякий случай, если вдруг что-то происходит с карабином, на изделиях делаю такие страховочные ремешки. То есть суть их в том, что, допустим, если камера отрывается с креплением, да, и чтобы она не упала, этот карабин цепляется за ушко камеры, и он как бы удержит камеру от падения. Вот в этом весь смысл подобной площадки и всех этих заклепок, нашивок и всего такого. Главное в этом изделии надежность. Надежность, и чтобы было удобно его использовать. Вот. Ну и кожа очень понравилась. Само изделие будет со временем принимать как бы свой рисунок, то есть от съемки к съемке она будет меняться, где-то осветляться, где-то затемняться. Вот, и этот рисунок тоже будет меняться, такой какие-то жилки. На самом деле здесь нету трещин, то есть кожа гладкая, но при этом вот есть вот этот какой-то определенный такой рисуночек. То есть, если сравнить, допустим, с этой кожей, которую я обычно использую для своих изделий, она здесь такого ровного прокраса, ничего не меняется при изгибах. То эта кожа вот такая вот особенная. Так, это сейчас отложу в сторону.
Ну и теперь несколько слов о кистевом ремне. В общем, кистевой ремень выполнен с той же кожи. Вот видно здесь на пробивке, вот здесь вот тоже, если его согнуть, он будет менять цвет, проявляется вот эта текстура, жилки. Такое тоже интересное получилось изделие. Как я уже сказал, кожу заказывал, потому что не было у меня стандартной. Вот, но как бы немножко осталось этой стандартной кожи в другой толщине. То есть это изделие, оно выполнено из двух толщин. Обычно я заказываю один цвет в двух толщинах. То есть это 3 мм и 2 мм кожи. 3-миллиметровую кожу я использую для вот этой вот накладки и для верхнего держателя ремешка и накладки. Это 3-миллиметровая кожа, тоже я все обрабатываю, прошиваю, в общем, как и во всех изделиях. Вот. А для ремешка нужна немножко тоньше кожа, чтобы она проходила в ушко камеры и чтобы была более такая эластичная, потому что здесь там она должна загибаться, ну, чтобы это все могло двигаться. Получается, что вот этой кожи новой у меня нету в толщине 2 мм, а осталась от предыдущей вот такой вот равномерно окрашенной, немножко другая. Ну, заказчик, в принципе, одобрил то, что можно было комбинировать эти две кожи. Они хорошо сочетаются. Вот получилось вот так вот, как бы не слишком выделяется этот ремешок. И в общем такое получилось изделие. Пластину для крепления тоже делаю из кожи. Она плотная, ее вполне достаточно для этих целей. Вкручивается, то есть как он крепится. Эта часть вкручивается в гнездо штативное под камерой или в бустер. Вот. Эта часть уже зацепляется за ушко на камере. И вот так вот покажу на руке, когда-то сниму видео о том, как это все держится на камере и как это все выглядит. То есть вот такая вот схема, накладка на руку, и с этой стороны вот, получается, перед нами должна быть камера. Ремешка вот этого вполне достаточно, чтобы одеть на камеру с бустером. Это уже проверено. Можно носить как с камерой с бустером, так и без него. Вот такой вот вышел комплектик. Будет помогать фотографу в его работе. На этом все. Спасибо за просмотр.